Возможно ли создать эффективную торговую систему, используя простые, понятные инструменты технического анализа и анализа действий крупного капитала? Мое имя Грал. Приступим к разбору графиков и при необходимости выполним входы в сделку. Начинаем сегодняшний разбор, по-быстренькому ориентируемся. Сессия открывается через 1 минуту на московской бирже. Посмотрим ситуацию, которая сейчас сложилась после недавних событий в Москве и в Ростове-на-Дону. Будет волатильность, скорее всего, огромная, да? Но я вижу уже по нефти. Открытие будет вниз, но я думаю, что не намного. И в принципе по нефти можно будет попробовать зайти на этом небольшом откате, если он будет небольшой, конечно. Поэтому давайте сразу не будем это самое, да, кинуть кота за хвост. Посмотрим ситуацию по нефти. Решение в принципе уже принято. Если мы далеко не уходим, да, а где-то в районе 74-17 цена попадает и там останавливается, то можно сделать попытку входа. Ой, да, я же не показываю экран. Ну хорошо, давайте тогда немножко вернемся. Так должно быть видно. Так, обнаружено усилие на покупку. Это у нас по РТС. Давайте быстренько среагируем. Да, выкупают, но и мы зайдем в это движение. Зайдем небольшим объемом. Попробуем обновление максимума сработать. Давайте просто одним лотом сейчас я зайду. Так, чтобы не сильно видно, да? Так, зашли одним лотом. Стоп очень далеко у нас, да, поэтому вариант только работать как бы на, ну, если нас все-таки пойдет продавливать, да, нашу цену, то еще раз заходить еще одним небольшим объемом на тест продавливания и и закрывать сделку. Акцепта пока не было. Мы немножко как бы пораньше вошли, да, по идее надо было подождать. Но такой момент, что можно и все упустить. Акцепт может быть очень такой большим импульсом происходить. Поэтому немножко с перебором риска, да. Так, ну давайте по газу, да, то, что я говорил, получается, удалось вот это движение взять в пятницу, нападение, да, вот здесь прям закрыться и затем среагировать уже на обратное движение, как раз которое происходило на всем этом безобразии с Вагнером. Вот здесь была, первая часть позиции, и затем остаток позиции был набран тоже на вот этом, на часовом баре, который был на 8 часов. Ну и через выходные позиция полностью была перенесена, так как газ, он меньше к политике относится, да, чем все остальное, поэтому вообще как бы это самое относится, конечно, но не к нашей, так скажем, политике. И как видим, нормально все, да, нормально все у нас идет. Я думаю, что оставляем до конца торговой сессии данную позицию. То есть до закрытия до вечернего клиринга, да, до 7 часов вечера. Если ситуация будет как-то развиваться не очень хорошо, да, значит будем фиксировать позицию. В принципе, стоп я перенесу куда-то вот сюда уже, да. Вот, если цена не пойдет дальше, а начнет резкий откат, то мы заберем вот эту прибыль, которая
формировалась у нас всю пятницу. Так, а так пока что все хорошо. Так, сюда я перенесу. Потому как если пойдет обратное действие, то смысл уже отпадет. Так, давайте дальше посмотрим. Что у нас? Так, что у нас дальше? По поводу вообще открытых позиций и диаграмме Швецова, да, которая показывает вообще настроение профессиональных участников и остальных участников рынка тоже. Давайте на этом остановимся. По газу посмотрим сразу. Ну, по газу, то есть у нас видно по часовику. Ну, по дневке у нас тенденция на лонг, да. То есть крупные игроки набирают, ну, во-первых, набирали позиции еще 21 числа, да, ну и здесь, ну, вообще ожидался тест по часовику, но этот тест, он был как раз, ну, вот этот вот тест, да, был такой недолговременный, и уже вечером в пятницу начался как бы набор. Соответственно, можно было уже тогда понять, что, ну, есть какой-то такой момент, да, который заставил профучастников начать как бы разворачивать, то есть продавать то, что свои шорты закрывать, да, и переворачивать позиции на лонг. Это вот в этом месте. Сейчас у нас тенденция на лонг продолжается, да, поэтому с этим все хорошо. С газом все отлично. Давайте по нефти, золоту, да, еще пройдемся. И на первый раз, наверное, достаточно. Так, давайте. Да, по РТСу было не видно, я... Нет, все нормально, да, все нормально. То есть акцепта еще не произошло. Ждем акцепта. Ну, помним, что эта позиция у нас довольно рискованная. Нефть. Я там вначале сказал, да, но на видео вы не видели. У нас по нефти как раз ситуация, когда идет тест. Идет хороший тест по часовику. Но единственный момент, мы не знаем... То есть самый лучший вариант, это когда мы закроемся вот здесь вот. Сейчас покажу. То есть если у нас нефть останется вот в этой зоне, да, в этой зоне, ну, то можно брать небольшое движение, да, с надеждой на возобновление. Здесь, правда, есть один момент, о котором, ну, может быть, многие еще как бы не знают, да, то есть у нас формируется уровень fake levels, да, то есть это уровень эмоционального, как бы, эмоциональный уровень, да, который, ну, обычно очень хорошо, ну, достаточно хорошо держится, да, то есть вариант, если он сформируется, и то, что его начнут быстренько поглощать, ну, он такой маловероятный, да. Но если мы закроемся в зоне 74,3, да, то можно попробовать, ну, отработать именно на него, да, небольшой такой взять движение и посмотреть, что будет дальше, да, то есть, ну, по крайней мере, закрыть часть позиции, половину зафиксировать, да, а половину оставить. Если мы смотрим по нижнему индикатору, то здесь вообще позитивная ситуация для лонга, очень хорошая, да. То есть если мы все-таки умудримся пробить этот fake levels, то можем пойти достаточно высоко, ну, даже хотя бы в районе 76. Вот, поэтому наблюдаем, да, и в конце часа посмотрим. Так, что касается золота, давайте посмотрим. По золоту мы ушли. Да. То есть сейчас здесь
Точки входа нет. Точки входа нету. Да. Поэтому тут варианта пока что только наблюдать. Наблюдать, наблюдать. Так, под нефтью что у нас? Давайте посмотрим. Под нефтью шортовая ситуация, но мы еще... Точка входа не сформировалась. Вот. То есть, как бы, ну, хорошо было бы, если бы у нас вот по часовику, да, вот сейчас такое какое-нибудь вяленькое движение прошло. И мы бы где-то здесь остановились. То есть, ну, вот так вот, небольшой такой, как бы, рейндж сформировался. Возможно, даже с поджатием, да, ничего страшного. Вот, но чтобы к концу дня мы где-то вот в этой зоне остались. И тогда можно думать уже, ну, о точке входа в шорт на продолжение. Продолжение, как бы, цели у нас по золоту, ну, известны, да, цель 1900. Но единственный момент по золоту, что это такой, у него сейчас вялотекущий, как бы, тренд, да. Вот, то есть оно очень так, как бы, вяленько падает, поэтому, ну, не очень комфортно. А так, да, так получается, по часовику мы тоже вот сейчас оказались в районе теста этого уровня Fake Levels. И, ну, скорее всего, от него мы начнем, как бы, будет реакция. Как вариант, можно, конечно, попробовать. То есть вот здесь мы видим, что этот уровень он держит, да. То есть сейчас на этом тренде, который идет, то есть он держит. Вот он здесь, как бы, практически мы его не прокалываем, да. То есть небольшие такие есть манипуляции, но совсем небольшие. Вот, поэтому, ну, вариант какой? Можно зайти сейчас, конечно, да. Просто в надежде на то, что мы начнем отваливаться, потому что со следующего часа мы можем пойти вот сюда, да, и на обновление минимума вот этого, и дальше вниз. Так, давайте сделаем вход с минимальным стопом, да, стоп вот прямо за этот вот, получается, максимум, который еще даже не сформировался, мы поставим. Вот, то есть тоже такая рискованная сделочка, но как бы поучаствуем, попробуем поучаствовать, давайте. Так, возьмем тоже один лот. Один лот. Ну, лимитки будем заходить, да? Так как все-таки лишнюю комиссию платить неохота. Да, заметьте то, что данная торговая стратегия, система, да, как хотите называть, она не базируется на каких-то там суперзнаниях. Да, тут нету, ну, не видите вы ни ленты, да, ну, особо стакан-то есть, но по нему работа особо не ведется, да, никаких лишних там, ну, не то что лишних, да, понятно, что, ну, таких скальперских как бы приводов, да, то есть остальных таких механизмов нету, просто обычный терминал, обычный твик, обычный график и настройки, минимальные настройки окон, вот. Ну и помощь, ну, помощь, естественно, большая, это по диаграмме, да, то есть по индикатору профи, то, что показываю, да, здесь, да, вот, по золоту тоже видим, что,
Ну, я до этого просто смотрел, то есть у нас тенденция на шорт идет, да. Вот, сейчас идет рейндж, то есть, ну, здесь, по сути, крупный участник, он, ну, скорее всего, он уже здесь загрузился, да, ему надо просто, ну, дождаться своего часа, так скажем, то есть, либо корреляционных каких-то моментов ждет, либо, ну, может быть, новостей, но суть в том, что ему сейчас нужно просто заработать деньги и закрыться чуть ниже. Возможно, он протолкнет цену, то есть начнет еще, как бы это самое, поддавливать, да, то есть подбирать шарты. Ну, посмотрим. Если будет разворот, ну, то по сути вот при обновлении вот этого максимума, да, если они начнут там его поглощать, то это уже будет такой звоночек не очень хороший. И нужно будет смотреть, что с этим делать. Так, да. Все, ну я стоп за вот этот уровень выставлю сейчас чуть попозже, да, чтобы не отвлекаться. Ну, пока все по плану. Посмотрим, что будет дальше. Ну, я думаю, что дальше, скорее всего, мы где-то вот здесь остановимся, да, и затем еще раз протестируем и ну, начнем отваливаться. Ну, либо начнем поглощать, тогда уже все, надо будет выходить. Так, что там у нас? Ну, вообще, да, это все по 4-часовику. Ну, тут такой момент, да, не очень позитивный. Тут только по дневке у нас нормально все. Поприклеился на часовике. Ну и по диаграмме, да. Здесь вот, да, здесь еще, ну, блин, мы идем просто идем к цели. То есть, по идее, если мы даже можем здесь какие-то делать манипуляции, ну, просто такой будет долгоиграющий поход. Ну, ждем 1900 в общем. Вот эта сделка короткая, она буквально там, мы будем смотреть на ситуацию, да. Но по сути, если ничего такого как бы, ну, не увидим сильного движения, то будем выходить там через час-два там. Ну, где-то вот часам двум, наверное, перед дневным клирингом. Да, ну, на этом давайте завершим. Будем сопровождать эти сделочки. Ну, я вечером, скорее всего, покажу, что из этого получилось. Ну, были ли отработаны плюс эти сделки, либо еще они будут дальше перенесены через ночь, да, либо, ну, сработал все-таки уровень отмены, да, и мы вышли по стоп-приказу, по сути. Спасибо за внимание. До встречи.